Всем привет, с вами Дэн, и как видите, у нас новый микробренд, да еще и на российском рынке. Его, между прочим, продают на Озоне. Зизам называется, ну или Сезам, да, Сезам, откройся. Тут специально, я так понимаю, сделали несколько другое написание этого слова. Короче, наше дело это распаковать и посмотреть, что же там внутри. Так, раз... Все отдираем, все убираем. Большущая коробочка, приятно, все в целлофанчике. Ну, на Озоне заказывал, соответственно, там где-то за недельки-две вся эта красота приехала ко мне в пункт вывоза. Давайте открывать. Раз, так. Опа! Так, значит, здесь инструмент для укорачивание браслета, тряпочка, ну куда же без нее. Так, я вижу здесь запасной ремешочек, кожаный запасной ремешочек, это хорошо, в комплекте пригодится. Бумажечка, да, у нас здесь гарантийная карточка, все в сторону, самое главное, тадам, и... Ну, кейсик в хозяйстве пригодится, хороший кейсик. А здесь, да, а здесь у нас такой вот прям винтажик. Слушайте, ну пакуют они, конечно, шикарно. Шикарно, ребята, молодцы. Но самое главное это часы. Так, значит, я эту красотулечку распаковал. Прям первое, что бросается в глаза, помимо, конечно, вот этого интересного циферблата, это такая приплюснутая широкая заводная головка. Прям сразу хочется за нее взяться и что-нибудь с ней поделать. Ну, например, передвинуть стрелки в другую позицию. Заодно смотрим, что у нас есть стоп-секунда. Это важно, потому что внутри у нас что? У нас достаточно нечастый механизм у микробрендов. Seiko Epson YN55A, он же Orient F6922, ну такая версия, да, Orient 6922, 22 камня и 40 часов запас хода. Модель называется, да, Zizam Watches Eyes of the Dragon. Понятное дело, китайские производители любят что-нибудь связанное с драконами, и в данном случае не просто так. Здесь, кстати говоря, вот эти вот самые глаза дракона, оранжевые глаза, их там несколько вариаций, мне вот больше всего вот эта версия понравилась. И посвящены эти часы таким мистическим долинам очень-очень известного китайского парка, который называется Чжанцзяцзе. Ну, примерно так он называется. В общем, чтобы вы понимали, это то место, где снимали некоторые сцены из «Аватара», да, из легендарного фильма. Очень необычный вот этот вот каменистый лесной парк, который выглядит прям максимально фантастически. На юге Китая находится, и вот ему посвящены вот эти вот часы под винтажик. И знаете, что вот самое первое хочется прям сказать? Ну, не характеристики, нет, а здесь, вот как мне кажется, соединяется как раз-таки вот такой, возможно, один из лучших образцов дизайна, когда берется что-то вот винтажное, что-то такое неплохо узнаваемое, и берутся те же самые кафедральные стрелки, которые были еще там в 20-х, в 30-х годах, а до этого они еще были на карманных часах. И вот такие, например, примерно такие используются и в альпинисте, да, и Орис любит такие стрелки использовать. И они хорошо сочетаются вот с этим вот корпусом а-ля 60-е, близко к какому-нибудь там винтажному Тюдору и так далее, да, и вот эта вся стилистика. Но при этом делается свой дизайн, да, и еще вот мне нравятся эти градиенты, которые, с одной стороны, выглядят очень современно, ну, потому что, в принципе, градиент не так давно пришел, и вот все играют циферблаты, делают такие необычные, интересные этим градиентом. А с другой стороны, он выглядит как будто бы такое нечто выцветшее. Но все вместе получается как будто действительно что-то вот действительно необычное. То есть вроде бы градиент, а вроде бы нет. Вроде выцвели, а вроде бы тоже нет. Вроде бы винтаж, вроде бы нет. Да? Ну вот у нас, в общем, получается такой необычный парк, да, лесной. Ну или необычный вот такой дизайн часов. И мне заинтересовал бренд, мне про него несколько человек написали, и я посмотрел, думаю, надо попробовать. И я думаю, что не прогадал. Ну давайте сразу вот, да, уже теперь по характеристикам. Сталь 316L, как мы видим, в комплекте идет
значит, рисовый браслет. Потом про него еще поговорим. Значит, механизм здесь Seiko Epson, сапфировое стекло с внутренним антибликом, 100 метров водозащиты, японский люминофор заявлен. Значит, заводная головочка у нас такая тут, да, в форме бриллианта, градиентный циферблат, несколько версий есть. Ну и по цене на Озоне они стоят 21 500 рублей, то есть под налог не попадаете. На сайте, кстати, стоит дороже. Такой вот новый у нас микробренд. Ну и, конечно же, нужно пройтись по размерам. Думаю, небольшие. О-хо-хо-хо, красота, 37,7. Ой, хорошо. Значит, с купольным стеклом 12,3. Без стекла, думаю, будет поменьше. Ставлю, что миллиметрик мы где-то съедим. Да, 11,1. Неплохо. Неплохо. 100 метров защиты все-таки здесь имеется. Так, 19. Ну-ка, давайте между ушками все-таки поточнее попробуем. Да, браслет 19. Я все-таки не сдаюсь, попробую еще ремешок. Мне кажется, что вдруг здесь все-таки 20. Все-таки 20. Все-таки 20. Потому что разница, как вы понимаете, гигантская. Все-таки на 20-ку ремешков найти можно намного больше. От ушка до ушка 44,3. И это делает эти часы, конечно, максимально универсальными. Но вот версии с браслетом, они как раз выглядят, может быть, чуть больше, чем они есть на самом деле. И сядут на среднее запястье, конечно же, на небольшое запястье. И если вы любите небольшие часы, то и на крупное запястье. А вот с ремешком ситуация будет несколько по-другому выглядеть, потому что, ну, браслет, он как вот такой цельный, литой у вас, да, а ремешок будет показывать, что часы все-таки небольшие на запястье. Слушайте, посадка шикарная. Во-первых, ушки вниз загибаются, да, очень хорошо крепится первое звено браслета, немножко так наискось. И рисовый браслет, и достаточно небольшие звенья, конечно, посадка на запястье здесь очень-очень приятно, но такие повседневные универсальные часы и с необычным таким вот циферблатом. Браслет неплох, да, здесь сложный браслет, крайние звенья достаточно такие широкие, с сатинированием, а центральные звенья это как раз-таки 5 у нас звеньев рисовых, да. Он очень гладкий, очень гибкий, такой прям шелковый. Ну, китайцы в последние годы научились делать такие браслеты на ура. Нижняя часть... В целом, я бы не сказал, что островата, она достаточно приятная, так же, как и ушки снизу, очень неплохо. Конечно, если вы прям уж очень чувствительной кожей обладаете, может быть, вам что-то покажется, да, здесь, но по мне так окей. А застежка здесь, внутренняя часть литая, верхняя часть на двойном фиксаторе с штамповочкой у нас, да, идет. Есть возможность подстроить браслет под себя, что неплохо, но в целом тут и звенья короткие, так что в любом случае это удастся сделать. Есть система быстрой замены браслета ремешка, это хорошо, это плюс. И то же самое у нас на ремешке есть система быстрой замены. Так что производитель нам дает уже сразу все, что нужно для сладкой жизни. Видите, с черным, точнее, с коричневым ремешком сразу по-другому. Более серьезные, более винтажные, такие более старые, я бы сказал, эти часы получаются. Я думаю, что... Здесь у меня, знаете, двойное мнение. С одной стороны, я думаю, что если вы хотите сделать их более повседневными, более винтажными, такими, может быть, более осенними, конечно, надо сажать на ремешок. С другой стороны, на браслете они, конечно, более универсальные. Во-первых, да, более яркие, может быть, более чуть такие праздничные, более спортивные, ну и удобно. Очень этот браслет, он весьма и весьма удобен, поэтому классно, что в комплекте есть сразу и то, и другое. Как говорится, ребята, вообще делайте вот так же, учитесь, и будет вам все хорошо, красота. Ремешок, несмотря на то, что это такой, знаете, второй ремешок в комплекте, мягкий, приятный, гибкий, на какое-то первое время, на какие-то месяцы, может, на полгодика сгодится. Это, конечно, не премиальный ремешок, даже не думайте в эту ценовую категорию, но он неплох. Который раз ремешки у недорогих часов от китайских брендов неплохие. По крайней мере, посмотрите, попробуйте, хорошо ли на коричневом, может быть, на черном, может быть, на сером. Ну и в любом случае в хозяйстве пригодится. Как база, конечно, мне кажется, наверное, все-таки в этом вариации на браслете я бы их носил. Но, наверное, захочется что-то разное попробовать. Я бы даже к ним попробовал что-нибудь такое действительно... темно-черно-лимонная, да, 141 грамм на полном браслете.
И важный еще момент, давайте посмотрим, что про запас. Ну, про запас сантиметра 4 есть, так что на 22, а то и на 22,5 этих часов, конечно же, хватит. Ну, как я говорил, практически на любое запястье. А это хорошо. Только сейчас вот буквально сообразил, что весь ролик записывал, и была пленка на циферблате на стекле. А незаметно, прям очень хорошо наклеена была, как на смартфон. Слушайте, ну приятный цифр, приятные здесь меточки такие, объемные, плоские. Мне нравится такая стилистика и очень интересно сделан градиент. Конечно, вот это вот черное, да, переходящее в желтое, с желтыми оттенками. И когда у нас место, где практически черный уже циферблат по краям, да, где разметка идет минутная и часовая, она черная из-за того, что у нас градиент такого оттенка. Они здесь сделали оттенок такой, как который посередине циферблата. И получилось очень сочно, очень красиво и прям, я бы сказал, весьма-весьма стильно. Стрелочки, кстати говоря, полускелетонированы, что не часто с кафедральными делают. Логотип, в принципе, окей, как мне кажется. Хорошо, что они сделали сочетание такое, да, автоматик и сезам одним шрифтом, это прикольно. И даже здесь, смотрите, приятно смотрится окошко дат, потому что черная подложка вот с этими черными оттенками по краям циферблата здесь смотрится вполне себе удачно. Конечно, самый сок и жир был бы, если бы они еще и дату сделали желтым цветом, но с другой стороны, возможно бы это сливалось и казалось, что это именно цифра 6 там где-нибудь внизу. Поэтому я с этим окей, да, и, наверное, в этом контексте дата меня даже не раздражает в кои-то веки. Так, по сатинирование у нас идет боковая часть сатинирования. Здесь, ну, я бы сказал, грубоватое сатинирование, но в эту цену окей. Здесь круговое неплохое на ушках, приятно сделали. Под Rolex стиль такой. Красиво сделана здесь зеркальная полировочка у нас на ранте, причем она вогнутая вовнутрь, видите, да? Слегка идет вогнутая вовнутрь и очень приятно сделано. И хорошо сочетается с купольным стеклом. Ну, прям добавляет объема, игры света. И, конечно, когда солнце снова будет светить на улице, будет прям красота. И заводная головка здесь очень-очень в тему, такая вот приплюснутая. Здесь у нас внутренняя часть браслета. Да, в целом окей. Понятно, что между звеньями не отполировано идеально, но это бывает очень-очень редко. Даже в дорогих часах, а в часах, которые стоят меньше, чем $200, так и подавно никогда не бывает. В целом окей. Зеркальная полировка хороша, сатинирование окей. Ну, в эту цену да, но опять же не ждите, что здесь будет какая-то мега-убер отделка за 21 тысячу рублей. Опа, а здесь дата у нас с люмом, а я говорю, дата белая. Все, короче, это просто дополнительный балл по кайфу. Ну что же, не могу не приветствовать новый бренд, да еще и на российском рынке, да еще и на Озоне, что можно легко, приятно, в общем, его приобретать, если у вас есть такая потребность, такая идея. Конкретно эта модель мне понравилась. Опять же, дизайн, стилистика, исполнение, вот комплектик, вот в эту цену прям пушка-бомба. Характеристики супер классные, опять же, за эти деньги. Есть определенные, знаете, как бы даже не то чтобы недочеты, а может быть даже какие-то некие хотелки, потому что в плане, может быть, где-то сатинирования можно было бы чуточку лучше сделать. Но опять же, вспоминая цену, я думаю, что конкуренты, тот же Сан Мартин, он в принципе подороже будет, если вот базово без всяких скидосов. И там будет получше сатинирование, но он будет дороже. Поэтому здесь смотрите, что вам больше нравится. Но это очень хорошие, очень крепко сделанные часы, очень качественно проработаны, с шикарными характеристиками. Здесь я уже, наверное, повторяюсь. И главное, мне нравится вот то, что у этих часов есть собственный стиль. И прям реально мне зашло вот это сочетание цветов. Прям просто офигенно. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.